Привет, с вами Леонид Вандерфото, и сегодня мы снимаем на камеру Mamiya 645 старого образца. Что это значит? Это самая первая Mamiya 645, потому что они есть Mamiya 645, Mamiya 645 Pro, Mamiya 645 TL, Mamiya 645 Pro TL, ну и так далее. То есть это именно механическая камера, которая вышла самой первой. В чем ее плюсы и минусы? Ну, главный ее плюс – это цена. Она реально одна из самых дешевых и доступных среднеформатных камер на данный момент. Минус ее в том, что она не такая модульная, как более крутые модели там прошлые. То есть здесь не сменный задник. То есть ты поставил пленку, должен ее отснять. Ты не можешь поменять пленку в любой момент, когда захочешь. Да? То есть задник снять и поставить другой. Здесь, ну, скажем так, не всегда работают экспонометры там в призмах, ну, потому что камера, конечно, старушка. И, конечно, работоспособность камеры, вообще чтобы камера это работала, надо поискать. То есть это не бывает, что раз купил, и она работает, да, то есть что все-таки камере много лет. Итак, что у нас здесь есть такого крутого? У нас сменная призма, то есть можно поставить призму, можно поставить шахту. Призмы – это отдельный разговор, почти все призмы, они с полосками посередине, то есть ты смотришь в глазок и видишь такую полоску какой-то, ну, знаете, как будто кто-то маркером полоску начертил. То есть на кадре это отражаться не будет, но визуально это неприятно. Почему? Это просто призмы уже дохлые, полумертвые, ну, как бы вот так. Но если вы хотите купить камеру подешевле, она будет точно идти с призмой, потому что если вы за шахту, это плюс сразу там 15 тысяч автоматом, просто потому что шахта. Вот. Но, кстати, есть лайфхак, мы вот можем ее снять и вот так вот снимать на матовом стекле. То есть это вот стекло, и можно вот так вот снимать, как будто у нас шахта. По факту шахта это просто насадка, которая по краям от света, от солнечных лучей защищает, чтобы вам было лучше видно. Технически можно и вот так снять и не париться вообще. То есть полоска в призме, здесь ее на самом деле даже не видно. То есть она на внутреннем стекле, и видно ее только вот когда ты смотришь глазом. То есть у нас есть, как вы видите, такая вот штучка съемная. У нас достаточно много выдержек. Это 8 секунд. 8 секунд! Прикиньте, это вообще бомба. 4, 2, 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 50, 500, максимум 500. То есть выдержек, этого хватит вообще на любую вашу задачу, тем более на среднем формате. Все остальное делается на штативе. Взвод, спуск. Важный момент, камера работает на батарейке, она вставляется вот здесь, 4 LR44. Если вы батарейку вытащите, камера просто по факту не будет работать, а иногда может быть вообще глюк, что вы ставите выдержку, допустим, 1 секунда, а у вас всегда срабатывает 1/125. То есть вот сейчас 1 секунда, раз, готово. А если бы не было батарейки, она либо вообще в ступор уйдет, либо отработает 1/125. По-разному ведут себя камеры совершенно, поэтому за питанием надо всегда следить. Лучше, если вы камерой не пользуетесь, батарейку просто вытащить, потому что жрет она ого-го, она старая, может просто все перегореть и сломаться. Объектив. Объективы сменные. Сейчас я покажу вам это. Вот камера, вот объектив. Объективы подходят от любой Mamiya 645, и от новой, и от старой. Вот у меня стоит классический объектив, вот самый классический, это 82,8. На самом деле это не 80. В среднем формате идет перерасчет, и приблизительно в эквиваленте это около полтинника. То есть это почти стандартный портретный объектив на любую камеру. То есть классический портретный объектив. Вот. Камера тяжелая, то есть ее минус это то, что она еще тяжелая, то есть она реально весит что-то, она реально весит, прям вот хорошо, килограмма, наверное, 2-2,5. Но тросики, всякие вот эти микроштучки, которые нужны задротам, они здесь присутствуют. Будем снимать Бали, все, что я увижу, может быть, что-то прикольное снимем. На какую пленку? Мне там тут пленочка перепала, Ilford, называется SFX200. В чем суть? Вы можете на нее просто снимать, не заморачиваясь, а можете, это ЧБ пленка, кстати, да, а можете надеть красный фильтр, и у вас будут совершенно волшебные, интересные цвета. К сожалению, у меня нет красного фильтра, на фоне играют балийцы, у них сегодня праздник, может, и к ребятам к этим заскочим на праздник, сфотографируем парочку из них. В общем, будем не спеша фотографировать, и что-то да получится. Пойдем снимать. Давайте вставлять пленку. Разрываем коробочку. Получаем вот такую вот историю. Открываем. Оп, достаем. Что теперь? Мне нужно достать из задника катушку. Как открыть? Мы нажимаем вот сюда и одновременно тянем по стрелочке. Оп, готово. Нажимаем вот так вот. Кляп.
и достаем нашу вставлялку. Теперь, что мы видим? Мы видим, что вот здесь нарисована целая катушка, а здесь нарисована приемная катушка. Все стоит правильно. Я вот эту штучку отгибаю. Вот это вот дело отрываю, придерживая пальчиком. Отрываю, выправляю. И как по картинке, оп, перевернул. Вот здесь вот одел. Вот здесь вот закрепил. Убедился, что у меня все нормально держится, все крутится. И начинаю тянуть пленку. Натянул сколько мне надо. Вот здесь вот нашел дырку. Оп, нашел. И начинаю вот так вот немножко крутить. Кручу я до какого состояния? Видите, у меня здесь есть кнопка старт. И мне надо вот здесь, чтобы был тоже старт. Приходится крутить руками. Издержки. Оп. Что теперь? Теперь я это все дело до щелчка вставляю вот сюда. Закрываю. И начинаю крутить. Вот здесь у меня счетчик кадров. Мультиэкспозиция, кстати. Какого хера здесь стоит? Вот. Смотрите, пошла пленка. Внимательно, чтобы мультиэкспозиция у вас не была включена. Все, мы доходим до первого кадра, и она впадает в ступор. Сколько у меня получится кадров с данной пленки? По правилам написано чаще всего, что 16. Но у меня так ни разу не было, всегда получалось 15. Поэтому рассчитываем на 15 штук. Мы добрались до одного очень интересного места на Бали. Здесь такие черные скалы с камнями, поросшими мхом, редкие деревья. Но я выбрал вот эти цветочки для фотографии. Сейчас сфотографируем их. Диафрагма 8, выдержка 250. Привет, я камера. Еще немножко природы. Сфотографируем вот это одинокое дерево. Диафрагма 16, выдержка 500. Ну и еще одна фотография здесь. Это мох. Черно-белая пленка очень классно должна передавать детализацию. И хочу посмотреть детализацию вот этого мха. Конечно, минимальное расстояние, чтобы вы понимали, у меня 0,7. Я поставлю 6,3 диафрагму. Выдержка 500 будет. Вот, посмотрим, получится ли что-то, как пленка вообще передает это все. Рассказ про то, как камера фотографирует камеру. Сейчас фотографирую Kodak H35 на фоне облаков, деревьев, камней и т.д. и т.п. 5,6 у нас диафрагма и 500 выдержка. Я знаю, что вы любите котиков, в каждом видео должны быть котики. Вот здесь у меня сегодня будут деревянные. Вот такие вот. Сегодня мы посещаем храм на воде. Все затоплено. Я здесь был как-то много лет назад. И когда нет прилива, вот здесь можно гулять своими ножками. Но вот сейчас, к сожалению, нельзя. Диафрагма 22, выдержка 250.
Мы едем и видим вот такое вот пугало. Двойное использование манекенов по неназначению. Подписывайтесь на наш инстаграм. У нас тут очень много классных, интересных фотографий, различных лайфхаков, а также мы выкладываем сторис, в которых вы можете поделиться своими фотографиями, голосовать за выбор пленки и участвовать в различных конкурсах. А также вы самыми первыми узнаете про наши акции и скидки. Будет круто. Присоединяйтесь.